Урок 1. Поток идей. Привет, Анна. Вы заметили какие-либо изменения в потоке идей в третьем абзаце? Привет, Джон. Да, основная концепция и вспомогательные детали изменились. Верно. Автор предлагает новую точку зрения или аргумент. Это помогает создать сильную и сплоченную аргументацию. Именно так. Переходные слова также играют роль в управлении потоком идей. Они обеспечивают плавный переход из одной точки в другую. Кроме того, тематические предложения резюмируют основную идею каждого абзаца. Они дают читателям четкое представление о том, чего ожидать. Также важно поддерживать логическую последовательность в нашем собственном письме. Да, организация мыслей обеспечивает ясность и понимание. Используя эффективные переходы, мы можем улучшить поток наших идей. А тематические предложения помогают читателям ориентироваться в написанных нами материалах. Практика структурирования абзацев улучшит нашу общую коммуникацию. Урок 2. Обретение баланса. Привет, Анна. Меня часто переполняют работа и личная жизнь. Привет, Джон. Найти баланс может быть непросто, но это важно для благополучия. Совершенно верно. Как вам удается сбалансировать свои обязанности? Я составляю список дел, чтобы расставить приоритеты в задачах и выделить время на уход за собой. Это хорошая стратегия. Иногда мне трудно эффективно расставлять приоритеты. Это помогает определить срочные и важные вопросы и решить их в первую очередь. Мне также трудно отключиться от работы и расслабиться. Помощь может в создании границ и выделении времени для досуга. Я попробую. Как вы справляетесь со стрессом, когда он становится непреодолимым? Полезными могут быть упражнения на глубокое дыхание, медитация или хобби. Мне нужно включить эти практики в свой распорядок дня. Спасибо за предложение. Добро пожаловать! Забота о себе крайне важна для долгосрочного успеха. Это правда. Когда мы сбалансированы, мы можем лучше работать во всех сферах жизни. Совершенно верно. Не забывайте проявлять доброту к себе и уделять приоритетное внимание уходу за собой. Мудрые слова. Я ценю ваше руководство и поддержку. Урок 3. Добавление креативности. Привет, Анна. У меня есть идея. Как насчет того, чтобы добавить в атмосферу нотку креативности? Привет, Джон. Это отличная идея. Это может сделать все интереснее. Я подумывал о том, чтобы добавить в наше пространство элементы искусства или дизайна. Звучит захватывающе. Это может повысить эстетическую привлекательность и вдохновить нас. Мы могли бы повесить картины или выставить скульптуры, чтобы создать визуальный эффект. Совершенно верно. Искусство способно вызывать эмоции и стимулировать наш разум. Мы также можем добавить яркие цвета или уникальные узоры в наш декор. Да,
Всплеск цвета может мгновенно преобразить атмосферу. Как насчет того, чтобы добавить несколько растений или цветов, чтобы придать им естественный вид? Прекрасное предложение. Они привносят жизнь и свежесть в любое пространство. Мы также можем поэкспериментировать с различными вариантами освещения для получения драматического эффекта. Освещение может создать уютную или динамичную атмосферу в зависимости от наших потребностей. И давайте не будем забывать о музыке. Она задает настроение и добавляет еще один слой творчества. Музыка может поднять нам настроение и улучшить общее впечатление. Мне не терпится реализовать эти идеи и создать более творческую среду. Я тоже. Это отличный способ вдохновить наше окружение. Спасибо за энтузиазм и поддержку. Урок 4. Обмен информацией и обсуждение. Привет, Анна. Я планирую наш ужин сегодня вечером. Конечно, я позабочусь о том, чтобы у нас обоих хватило еды. Привет, Джон. Это заботливо с твоей стороны. Я ценю ваше внимание. Я знаю, что у нас разные предпочтения, поэтому я приготовлю разные блюда. Звучит отлично. Приятно иметь варианты и удовлетворить наши вкусы. Я предложу вегетарианские и невегетарианские блюда на любой вкус. Это прекрасно. Это гарантирует, что нам обоим будет что-то приятное. Я также учту любые аллергии или диетические ограничения, которые у нас могут быть. Спасибо, что учли это. Это важно для комфорта каждого. Конечно. Я хочу, чтобы мы вкусно и сытно поужинали вместе. Я рада, что мы на одной волне. Это свидетельствует о нашем внимании друг к другу. Все дело в обмене информацией и создании инклюзивной среды. Совершенно верно. Совместная трапеза – это не только еда, но и впечатление. Не могу не согласиться с этим. Пришло время общаться и наслаждаться обществом друг друга. Я с нетерпением жду нашего ужина. Еще раз спасибо за вдумчивость. Добро пожаловать. Мне очень приятно. Давайте насладимся едой и хорошей беседой. Урок 5. Уделение приоритетного внимания уходу за собой. Привет, Анна. Я думала о том, чтобы установить границы и расставить приоритеты в уходе за собой. Привет, Джон. Это здорово. Забота о себе должна быть главным приоритетом. Мне часто трудно понять, с чего начать. Как вы уделяете приоритетное внимание уходу за собой? Важно определить, какие занятия или практики помогают вам чувствовать себя помолодевшими и удовлетворенными. В этом есть смысл. Итак, дело в том, чтобы найти то, что мне больше всего подходит. Именно так. Это может быть что угодно, от физических упражнений до чтения или времяпрепровождения на природе. Понимаю. Итак, речь идет о поиске занятий, которые приносят мне радость и расслабление. Совершенно верно. Забота о себе – это забота о физическом, психическом и эмоциональном благополучии. Я часто испытываю чувство вины,
когда уделяю время себе. Какие-нибудь советы по преодолению этого? Помните, что забота о себе не эгоистична. Это позволяет вам зарядиться энергией и больше внимания уделять другим. Это хорошая перспектива. Так что, заботьтесь о себе, я смогу лучше заботиться и о других. Точно. Это все равно, что сначала надеть кислородную маску, прежде чем помогать другим в самолете. Я запомню эту аналогию. Какие стратегии вы используете для установления границ? Я четко и уважительно выражаю свои потребности и учусь говорить «нет», когда это необходимо. Над этим мне нужно поработать. Я склонен к чрезмерной самоотдаче. Границы помогают предотвратить выгорание и поддерживать здоровый баланс в жизни. Я вижу, насколько они важны. Спасибо, что поделились своими мыслями. Урок 6. Именование и описание. Привет, Анна. Я уже подумываю о нашем новом напитке. У меня есть название сибриезы. Что скажешь? Привет, Джон. Сибриезы звучит идеально. Это вызывает в воображении образы океана и освежающего напитка. Я рада, что вам понравилось. Итак, как описать вкус и ингредиенты? Можно сказать, что это прохладная и бодрящая смесь ароматов цитрусовых и клюквы. Звучит заманчиво. Как насчет ингредиентов? Для придания свежести мы можем использовать свежий лимонный сок, клюквенный сок и немного мяты. Отличная идея. Для наилучшего вкуса важно использовать свежие и натуральные ингредиенты. Совершенно верно. Мы хотим, чтобы это был полезный и вкусный вариант. Как насчет презентации? Есть предложение. Мы можем подавать его в высоком стакане со льдом, украсив ломтиком лимона и веточкой мяты. Это сделает его визуально привлекательным. Все дело в деталях. Презентация играет большую роль в создании незабываемых впечатлений. Я согласен. Мы хотим, чтобы наши клиенты были в восторге как от вкуса, так и от эстетики. Это маленькие штрихи, которые делают разницу. Определенно. Давайте позаботимся о том, чтобы каждый аспект сибриезы был тщательно продуман. Урок 7. Построение устойчивого будущего. Привет, Анна. Я размышляла о важности построения устойчивого будущего. Привет, Джон. Я полностью согласен. Мы должны сделать так, чтобы наши сегодняшние действия не стали тяжелым бременем для будущих поколений. Именно так. Мы не хотим стать призраком неплатежеспособности завтрашнего дня. Чтобы создать устойчивое будущее, нам необходимо работать вместе. Такая конфедерация должна нести совместную ответственность. Это правда. Мы все должны сыграть свою роль в сохранении нашей планеты и ее ресурсов. Образование и осведомленность играют ключевую роль в формировании мышления об устойчивом развитии. Совершенно верно. Мы должны повышать осведомленность о влиянии наших решений на окружающую среду. Небольшие изменения в нашей повседневной жизни могут иметь большое значение.
Нам необходимо уделять приоритетное внимание охране окружающей среды и сокращению отходов. Переработка и использование возобновляемых источников энергии являются важными шагами на пути к устойчивому развитию. И давайте не будем забывать о важности устойчивого сельского хозяйства и ответственного потребления. Верно. Поддержка местных и органических методов ведения сельского хозяйства может способствовать оздоровлению планеты. Крайне важно отдавать приоритет долгосрочному здоровью наших экосистем, а не краткосрочным выгодам. Нам необходимо переключить внимание с эксплуатации на охрану природы. Точно. Давайте работать над будущим, в котором экономическое развитие и защита окружающей среды идут рука об руку. Это идеальный сценарий. Устойчивое будущее приносит пользу как нынешнему, так и будущим поколениям. Наши сегодняшние действия формируют мир будущего. Давайте оставим позитивное наследие. Не могу не согласиться с этим. Давайте вместе возьмем на себя обязательство строить устойчивое будущее. Урок 8. Изучение истории. Привет, Анна. Вы знали, что в прошлом он вернулся в США до 1845 года? Привет, Джон. Это интересно. Что заставило его вернуться в Торонто? Он чувствовал тесную связь со своим родным городом и хотел внести свой вклад в его развитие. Достойно восхищения, что он был предан своим корням. Да, он верил, что окажет положительное влияние на жизнь своего сообщества. Это вдохновляет. Чем он занимался после возвращения в Торонто? Он стал активно участвовать в местной политике и работал над социальной реформой. Удивительно, как люди могут формировать ход истории. Совершенно верно. Их действия могут оказать долгосрочное влияние на общество. Интересно, как его опыт в США повлиял на его подход к политике. Вполне вероятно, что за время пребывания там он приобрел ценные идеи и перспективы. Изучение разных культур и опыта может расширить кругозор. Определенно. Это помогает нам лучше понимать и ценить разнообразие. Мне интересно узнать, какие именно реформы он отстаивал. Он выступал за улучшение условий труда и возможностей получения образования для всех. Это важные причины, которые сохраняют свою актуальность и сегодня. Совершенно верно. Это показывает, что история может стать ценным уроком для настоящего времени. История помогает нам понять, откуда мы пришли, и направляет нас к лучшему будущему. Хорошо сказано. Давайте продолжим изучение богатого гобелена нашего прошлого. Я с нетерпением жду новых интересных историй и уроков истории. Я тоже. История может многое предложить с точки зрения знаний и вдохновения. Урок 9. Переговоры по бюджету. Привет, Анна. Я посмотрел наш бюджет и думаю, что мы сможем заработать $475. Привет, Джон. Звучит разумно. Давайте будем работать с лимитом в $475. Отлично.
Если вы добавите какие-либо дополнительные услуги, мы можем превысить наш бюджет. Понятно. Мы должны внимательно следить за расходами, чтобы уложиться в лимит в $475. Именно так. Мы хотим, чтобы наши расходы соответствовали нашим финансовым целям. Я постараюсь уделить приоритетное внимание нашим потребностям, а не ненужным дополнениям. Это разумный подход. Давайте сосредоточимся на самом важном и избежим ненужных расходов. Мы также можем искать экономичные альтернативы для экономии денег. Совершенно верно. Сравнение покупок и поиск предложений могут помочь нам увеличить бюджет. Нам также следует рассмотреть любые предстоящие расходы и выделить на них средства. Хорошие замечания. Заблаговременное планирование предотвратит любые финансовые сюрпризы в будущем. Важно проявлять инициативу и контролировать свои финансы. Согласовано. Осознавая свои расходы, мы можем достичь своих финансовых целей. И если мы будем постоянно укладываться в бюджет, в долгосрочной перспективе у нас будет больше финансовой свободы. В этом и заключается цель. Давайте сделаем осознанный выбор, чтобы максимально использовать наши $475. Уверен, что при тщательном планировании и дисциплине мы сможем добиться успеха. Я ценю вашу приверженность нашему финансовому благополучию. Точно так же. Вместе мы сможем достичь наших бюджетных целей и обеспечить стабильное будущее. Совершенно верно. Все дело в успешном составлении бюджета и финансовом спокойствии. Урок 10. Путешествие к спокойствию. Привет, Анна. Вы слышали о модуле Tranquility в космосе? Привет, Джон. Да, это увлекательно. Освоение космоса меня всегда интересовало. Думаю, для астронавтов будет невероятным опытом провести время в модуле Tranquility. Совершенно верно. Окружение просторами космоса должно вызывать чувство трепета и удивления. Я могу себе представить, какое спокойствие и безмятежность принесло бы вам невесомое плавание в космосе. Это уникальная возможность отвлечься от хаоса повседневной жизни и взглянуть на мир по-новому. Действительно, тишина и уединение в космосе могут пробудить глубокое чувство самоанализа. Я также добавлю некоторые проблемы, с которыми они сталкиваются, такие как изоляция и отсутствие привычного окружения. Вы правы. Астронавты должны адаптироваться к жизни в замкнутой среде вдали от дома. Но я считаю, что их стойкость и стремление к научным знаниям оправдывают все это. Совершенно верно. Их вклад в освоение космоса расширил наше понимание Вселенной. Их опыт вдохновляет нас мечтать о большем и расширять границы возможного. Я согласен. Это свидетельство человеческого любопытства и желания исследовать неизвестное. Изучение космоса пробуждает наше воображение и способствует коллективному поиску знаний. Это напоминание о том, что за пределами нашей планеты еще многое предстоит открыть. Действительно,
Путешествие к спокойствию в космосе – замечательное начинание. Давайте продолжим поддерживать невероятные достижения освоения космоса и учиться на них. Совершенно верно. Нас ждут чудеса Вселенной. Давайте продолжим стремиться к звездам. Хорошо сказано. А теперь к стремлению к спокойствию и безграничным возможностям космоса. Урок 11. Радость шопинга. Привет, Анна. Ты предпочитаешь делать покупки в интернете или в обычных магазинах? Привет, Джон. Мне нравится удобство покупок в интернете, но я люблю примерять одежду перед покупкой. Понимаю. Примерка одежды помогает подобрать подходящую фигуру и стиль. Именно так. Важно видеть, как одежда выглядит и ощущается на моем теле. С другой стороны, покупки в интернете предлагают широкий выбор вариантов и экономят время. Это правда. Я ценю удобство просмотра разных магазинов, не выходя из дома. Кроме того, легче сравнивать цены и находить предложения в интернете. Согласовано. Я могу прочитать отзывы и собрать информацию о продуктах перед покупкой. Однако иногда цвета и текстуры предметов в интернете могут выглядеть иначе, чем при личной встрече. Да, у меня было несколько случаев, когда реальный продукт не соответствовал изображениям в интернете. Вот почему важно проверять политику возврата при покупках в интернете. Совершенно верно. Очень важно иметь возможность легко возвращать или обменивать вещи. С другой стороны, покупки в обычных магазинах дают сенсорный опыт. Да, мне нравится чувствовать ткань, проверять качество и взаимодействовать с изделиями. Кроме того, вы сразу же получите удовольствие от того, что вы сразу же привезете вещи домой. Это правда. Примерка одежды в магазине также позволяет мгновенно получить обратную связь от друзей или семьи. Однако это может занять много времени, особенно в напряженные сезоны покупок. Я согласен. Важно найти баланс между покупками в интернете и физическими покупками в зависимости от наших потребностей. В конечном счете, покупки как в интернете, так и в магазинах имеют свои преимущества и привлекательность. Определенно. Речь идет о том, чтобы найти то, что лучше всего подходит для каждого человека и ситуации. Итак, независимо от того, нажимаем ли мы «Добавить в корзину» или просматриваем полки, давайте насладимся покупками. Урок 12. Раскрыты утренние привычки. Привет, Анна. Есть ли у тебя уникальные утренние привычки, которые задают тон твоему дню? Привет, Джон. Мне интересно узнать о утренних привычках других людей. Это всегда вдохновляет. Я согласен. Изучение различных распорядков дня может предложить новые идеи для начала дня на позитивной ноте. Совершенно верно. Одна из моих утренних привычек – это практика внимательности и медитации. Это прекрасный способ развить спокойный и сосредоточенный образ мышления в начале дня. Это помогает мне сосредоточиться и дает ощущение ясности перед тем, как приступить к повседневным задачам. Понимаю, как это пойдет на пользу. Моя утренняя привычка
Начать с чашки зеленого чая. Это здоровый выбор. Зеленый чай обеспечивает мягкий заряд энергии и антиоксидантов. Да, это освежающий способ пробудить чувства и подготовиться к предстоящему дню. Еще одна утренняя привычка – писать в дневнике благодарности. Выражение благодарности может вызвать чувство позитива и признательности. Мне нравится эта идея. Это помогает мне сосредоточиться на благословениях в моей жизни и задает позитивный тон всему дню. Я вижу, как эта практика изменит ваше мышление в сторону более позитивного мировоззрения. Определенно. Какие еще у тебя утренние привычки? Что ж, мне нравится гулять по утрам или бегать трусцой, подышать свежим воздухом и заняться спортом. Это отличный способ улучшить свое физическое самочувствие и повысить уровень энергии. Да, это придает мне сил и помогает очистить ум перед повседневными заботами. Понимаю, как это пойдет на пользу. Какие-нибудь другие утренние привычки вы хотели бы поделиться? Еще одна моя привычка — слушать вдохновляющие подкасты или мотивационные речи. Это отличный способ набраться вдохновения и начать день на позитивной ноте. Совершенно верно. Это наполняет мой разум позитивными посланиями и задает мотивационный тон на весь день. Мне нравится слышать о разных утренних привычках. Удивительно, как они формируют наши дни. Действительно, это напоминание о том, что небольшие привычки могут существенно повлиять на наше общее самочувствие. Совершенно верно. Давайте продолжим изучать и внедрять новые утренние привычки, чтобы оптимизировать наши дни. Хорошо сказано. Давайте откроем для себя утренний распорядок дня, который приносит нам радость и удовлетворение. Урок 13. Прорывы в коммуникациях. Привет, Анна. Знаете ли вы, что в 1836 году газета «Таймс» смогла значительно увеличить свой размер? Привет, Джон. Это интересно. Как им это удалось? Что ж, в 1840 году они начали использовать телеграф для более быстрой и эффективной передачи новостей. Должно быть, это был значительный прорыв в коммуникациях того времени. Совершенно верно. Телеграф произвел революцию в том, как новости распространялись на большие расстояния. Должно быть, это позволило газете «Таймс» быстрее собирать информацию из разных источников. Да, они смогли получать новости и передавать свои отчеты в гораздо более короткие сроки. Это впечатляет. Наверное, это помогло им опередить своих читателей в своевременном предоставлении новостей. Определенно. Возросшая скорость и эффективность связи оказали глубокое влияние. Могу себе представить. Должно быть, оно расширило их охват и влияние как газеты. Именно так. Телеграф позволил им общаться с более широкой аудиторией и быстрее доставлять новости. Удивительно, как достижения в области коммуникационных технологий формируют медийный ландшафт. Совершенно верно. Это свидетельствует о нашем постоянном стремлении улучшить способ обмена информацией. А теперь
Благодаря интернету и цифровым платформам новости распространяются еще быстрее. Да, в эпоху цифровых технологий произошла еще одна революция в области коммуникации и доставки новостей. Невероятно, как далеко мы продвинулись за такой относительно короткий период. Действительно, эволюция коммуникации продолжает менять наш мир. Это напоминание о силе инноваций и их влиянии на общество. Совершенно верно. Мы должны использовать эти достижения, не забывая при этом об их последствиях. Согласовано. Важно быть в курсе событий и адаптироваться к меняющемуся медийному ландшафту. Хорошо сказано. Давайте оценим достигнутый прогресс и продолжим использовать новые достижения в области коммуникации. Урок 14. Достижение целей. Привет, Анна. Ты когда-нибудь хотела освоить новый навык или преследовать личную цель? Конечно, привет, Джон. Я думаю, что важно постоянно бросать себе вызов и расти. Совершенно верно. Итак, какой навык или цель вы рассматривали в последнее время? Что ж, я подумывал научиться играть на гитаре. Звучит захватывающе. Музыка — прекрасный навык, который нужно развивать. Почему именно гитара? Меня всегда очаровывало звучание гитары. Это такой универсальный инструмент. Это действительно так. Обучение игре на гитаре позволит вам творчески выразить себя. Это именно то, к чему я стремлюсь. Я хочу уметь создавать красивые мелодии. Уверен, что вы сможете добиться этого, используя практику и самоотверженность. Спасибо за поддержку. Рассматривали ли вы в последнее время возможность преследовать какие-либо цели? Да, на самом деле я подумывал о том, чтобы открыть свой собственный небольшой бизнес. Это амбициозно. Какой бизнес вас интересует? У меня всегда была страсть к деревообработке, поэтому я подумываю открыть магазин мебели на заказ. Звучит выполнимо. Растет спрос на уникальные предметы мебели ручной работы. Именно так. Я считаю, что есть смысл создавать что-то осязаемое и качественное. Не могу не согласиться с этим. Приятно видеть плоды своего труда в физической форме. Совершенно верно. Кроме того, деревообработка позволяет мне сочетать творчество и мастерство. Это идеальное сочетание. Уверен, ваши работы оценят многие. Спасибо за поддержку. Давайте и дальше будем поощрять друг друга в достижении наших целей. Урок 15. Дружба на расстоянии. Привет, Анна. У тебя есть друзья на расстоянии, с которыми ты все еще общаешься? Конечно, привет, Джон. У меня есть несколько друзей, которым я регулярно пишу, несмотря на расстояние. Это замечательно. Приятно поддерживать связь, где бы мы ни находились. Совершенно верно. В обмене рукописными письмами есть что-то особенное. Это правда. В рукописной записке чувствуется вдумчивость и искренность.
И очень приятно получать письмо по почте. Это похоже на маленькое сокровище. Не могу не согласиться с этим. В наш цифровой век это восхитительный сюрприз. Кроме того, написание писем позволяет нам выражать свои мысли более обдуманно и лично. Определенно. Это возможность осмысленно поделиться своими мыслями и опытом. Несмотря на расстояние, приятно осознавать, что наша дружба остается крепкой. Совершенно верно. Настоящая дружба превосходит физическую близость. И кто знает, может быть, однажды у нас снова будет возможность встретиться лично. Это было бы потрясающе. Воссоединение с друзьями на расстоянии — это всегда нечто особенное. А пока мы будем беречь буквы и поддерживать связь с помощью слов. Действительно, наша переписка станет свидетельством нашей прочной дружбы. И кто знает, возможно, наши пути снова пересекутся раньше, чем мы думаем. Это было бы замечательно. А пока давайте продолжим писать и развивать нашу дружбу. Спасибо. Я благодарна за то, что ты дружишь как рядом, так и далеко. Это чувство взаимно. Расстояние не может уменьшить нашу общую связь. В этом сила дружбы и волшебство рукописных писем. Ура! Пусть наши слова устранят разрыв между нами и создадут незабываемые воспоминания. Урок 16. Умный шопинг. Привет, Анна. У тебя есть советы, как сэкономить деньги перед покупкой? Привет, Джон. Конечно. Всегда разумно следить за расходами и находить способы сэкономить. Это правда. Какие стратегии вы используете, чтобы сэкономить деньги перед покупкой? Что ж, я всегда сравниваю цены в разных магазинах или на сайтах, чтобы найти лучшие предложения. Это разумный подход. Это помогает нам получать максимальную отдачу от вложенных средств. Определенно. Мне также нравится ждать распродаж или скидок, прежде чем делать крупную покупку. Терпение действительно окупается. Ожидание подходящего момента может привести к значительной экономии. Еще один совет. Составьте список и придерживайтесь его при совершении покупок. Избегайте импульсивных покупок. Я согласен. Наличие списка помогает нам расставить приоритеты в своих потребностях и избежать ненужных расходов. И всегда полезно исследовать и читать отзывы, прежде чем покупать продукт или услугу. Совершенно верно. Это помогает нам принимать взвешенные решения и избегать возможных сожалений. Мне также нравится устанавливать бюджет для себя и стараться уложиться в этот лимит. Бюджетирование необходимо для финансовой дисциплины. Это гарантирует, что мы не тратим слишком много средств. И, наконец, я стараюсь избегать ненужных расходов, проводя различия между желаниями и потребностями. Это очень важное различие. Оно помогает нам расставлять приоритеты в том, что действительно важно для нас. Реализуя эти стратегии, мы можем сэкономить деньги и совершать более преднамеренные покупки. Спасибо, что поделились этими советами.
Они практичны и ценны. Добро пожаловать! Я считаю, что финансовая грамотность необходима каждому. Действительно, оно дает нам возможность принимать мудрые решения и строить безопасное будущее. Давайте продолжим следить за нашими расходами и побуждать других делать то же самое. Совершенно верно. За разумный шопинг и финансовое благополучие. Урок 17. Изучение новых мест. Привет, Анна. Ты в последнее время посещала какие-нибудь новые места? Привет, Джон. Пока нет, но я планирую посетить несколько из них, чтобы найти идеальный вариант. Звучит захватывающе. Какие места вы рассматриваете? Я подумываю посетить несколько причудливых маленьких городков и очаровательных прибрежных городов. Звучит прекрасно. Всегда приятно открывать для себя скрытые драгоценные камни. Совершенно верно. Я хочу познакомиться с местной культурой и погрузиться в окружающую среду. Отличный подход. Это позволяет вам по-настоящему соединиться с этим местом. Я также хочу посетить несколько национальных парков и полюбоваться красотой природы. У природы есть способ омолодить нас. Это идеальное место для побега от шума и суеты. Определенно. Я с нетерпением жду пешеходных троп и съемки живописных пейзажей. Это будет приключение, наполненное захватывающими дух видами и незабываемыми воспоминаниями. Меня также заинтриговали исторические места и архитектурные чудеса. Изучение истории и восхищение архитектурой могут быть действительно увлекательными. Совершенно верно. Это все равно, что вернуться назад во времени и увидеть наследие прошлого. Надеюсь, вы посетите некоторые знаковые достопримечательности и узнаете об их значении. Таков план. Я хочу расширить свои знания и получить более глубокое признание. Приятно проявлять непредвзятость и получать новые впечатления. Действительно. Путешествия позволяют нам расширять кругозор и смотреть на мир с разных точек зрения. Не могу не согласиться с этим. Это путь самопознания и личностного роста. И самое главное — это воспоминания, которые мы создаем, и истории, которыми мы можем поделиться. Воспоминания — это бесценные сокровища, которые остаются с нами навсегда. Мне не терпится отправиться в это приключение и исследовать новые места. Наслаждайся каждым моментом. Пусть ваши путешествия будут наполнены радостью и открытиями. Спасибо. Я обязательно наслажусь каждым впечатлением по пути. Безопасные путешествия. Мне не терпится узнать все о ваших приключениях. Урок 18. Спортивные достижения. Привет, Анна. Знаете ли вы, что, несмотря на то, что НХЛ считается самой престижной лигой Канады, только с появлением международных соревнований хоккей с шайбой получил мировое признание? Привет, Джон. Это интересно. Международные соревнования сыграли важную роль в демонстрации таланта и популярности этого вида спорта. Совершенно верно. Это позволило игрокам соревноваться на мировой арене и представлять свои страны.
Эти соревнования дали возможность игрокам продемонстрировать свое мастерство и привлечь международное внимание. Действительно, это способствовало повышению статуса этого вида спорта и формированию чувства национальной гордости. Международные соревнования также способствовали росту и развитию хоккея во всем мире. Это правда. Это побудило другие страны инвестировать в спорт и развивать своих талантливых игроков. Удивительно видеть, как популярность хоккея вышла за рамки границ и стала глобальным явлением. Определенно. Динамичный характер и физическая форма этого вида спорта привлекают поклонников по всему миру. И давайте не будем забывать об ожесточенном соперничестве, которое возникает во время этих международных турниров. Соперничество придает игре азарта и страсти, а смотреть на нее еще более захватывающе. Удивительно, как спорт может объединять людей и вызывать такие сильные эмоции. Спорт — это уникальный способ объединить людей, независимо от их происхождения или национальности. Совершенно верно. Это свидетельство того, как спорт способствует развитию духа товарищества и взаимного уважения. Я благодарен за возможности, которые международные соревнования предоставили хоккеистам. Их достижения вдохновляют молодых спортсменов и порождают мечты о том, чтобы однажды представить свои страны. Невероятно наблюдать за наследием и влиянием этих спортсменов на историю спорта. Хоккей на льду действительно занимает особое место в сердцах многих людей как в Канаде, так и во всем мире. Действительно, богатая история и непрерывное развитие этого вида спорта продолжают очаровывать поклонников по всему миру. Давайте отметим достижения хоккеистов и международные соревнования, которые повлияли на развитие этого вида спорта. Совершенно верно. Вот вам азарт, энтузиазм и незабываемые моменты, которые дарит нам хоккей на льду. Урок 19. Местные туристические достопримечательности. Привет, Анна. Доброе утро. Можете ли вы порекомендовать какие-либо туристические достопримечательности в этом районе? Привет, Джон. Конечно, здесь есть много интересных мест, которые стоит посетить. Отлично. Я всегда готов открыть для себя новые достопримечательности и познакомиться с местной культурой. Одна из популярных достопримечательностей – исторический музей в центре города. В нем представлено богатое наследие региона. Мне нравится изучать историю. Музей кажется идеальным местом для начала. Еще одна достопримечательность – ботанический сад. Это безмятежный оазис с прекрасными цветами и растениями. Мне нравится быть в окружении природы. Ботанический сад выглядит как место для спокойного отдыха. Если вы увлекаетесь искусством, галерея современного искусства – отличное место для посещения. Здесь есть уникальные выставки. Я ценю искусство во всех его формах. Галерея обязательно войдет в мой список. Для любителей активного отдыха поблизости проложена живописная пешеходная тропа с потрясающим видом на горы. Я люблю ходить в походы и бывать на природе. Пешеходная тропа кажется идеальным приключением. Не забудьте посетить местный рынок. Это оживленное место,
где вы можете насладиться ароматами этого региона. Посещение местных рынков – одно из моих любимых занятий. Мне не терпится попробовать местные деликатесы. Наконец, на окраине города есть красивый исторический замок. Его стоит посетить, чтобы полюбоваться его архитектурой. У замков очень интересная история. Я обязательно приеду и сделаю несколько фотографий. Похоже на фантастический маршрут. Уверен, вы проведете незабываемое время, исследуя эти достопримечательности. Спасибо за рекомендации. Я ценю ваши идеи. Урок 20. Текущие события. Привет, Анна. Помимо саммита, вы слышали о недавнем политическом скандале. Привет, Джон. Да, это повсюду попало в заголовки газет. Скандал вызвал много дискуссий. Подобные скандалы часто влекут за собой далеко идущие последствия. Они могут встряхнуть политический ландшафт. Совершенно верно. Гражданам важно быть в курсе событий и понимать последствия таких событий. Средства массовой информации играют важную роль в раскрытии и освещении этих скандалов, их раскрытии. Да, они предоставляют общественности информацию, необходимую для принятия обоснованных решений и привлечения лидеров к ответственности. Скандалы могут подорвать доверие общественности к политикам и институтам. Прозрачность и честность крайне важны. Они, безусловно, вызывают вопросы об этике и действиях лиц, находящихся на руководящих должностях. Обществу крайне важно требовать от своих лидеров прозрачности и этичного поведения. Совершенно верно. Прозрачность способствует доверию и гарантирует, что лидеры действуют в интересах общества. Скандалы также могут привести к политическим реформам и изменениям в управлении. Они могут стать катализаторами прогресса. Это правда. Они могут выявить недостатки системы и мотивировать людей к позитивным переменам. Важно, чтобы люди участвовали в конструктивном диалоге и работали над созданием более подотчетного правительства. Перемены происходят, когда граждане активно участвуют в демократическом процессе и выражают свои опасения. Скандалы напоминают нам о важности независимой судебной системы и свободной прессы для отстаивания демократии. Они подчеркивают необходимость сдержек и противовесов для предотвращения злоупотребления властью и коррупции. Последствия скандала могут стать поворотным моментом в формировании политического ландшафта и общественного мнения. Это возможность для размышлений и призыв к большей прозрачности и этичному поведению. Общество извлекает уроки из этих скандалов и стремится создать более справедливую и подотчетную политическую систему. Совершенно верно. Именно с помощью этих вызовов мы можем построить более сильную и устойчивую демократию. Давайте будем в курсе событий и будем активно участвовать в обсуждениях по этим важным вопросам.